Вы знаете, сколько я гонялся за этой птицей? А что это у нас за птица? Кто знает, друзья? Это лысуха. Это лысуха. Это совсем не утка. А вы знаете, как на азербайджанском называется эта птица? Кашкалдак. Как вам название? Кашкалдак. Мне всегда очень нравилось это название. Оно какое-то веселое такое, смешное. Кашкалдак. У нас даже в детстве такое ругательство было. Знаете, вот, когда не сильно хотели друг друга обидеть, говорили, кашкалдак, бурават нам. То есть, кашкалдак. Вот такая вот с виду неказистая, но, друзья, чрезвычайно вкусная птица. Друзья, специально для этого случая я даже достал свой охотничий нож. Потому что обычно именно таким ножом мы этих птичек, друзья, на охоте и разделываем. Потому что чаще всего эту птицу мне приходилось готовить на охоте. Посмотрите, какие интересные перепонки. Не как у утки сплошная, а вот на каждом пальце, вот такие, на каждой фаланге отдельные перепоночки, смотрите. То есть эта птичка у нас тоже водоплавающая, как вы понимаете. Но она к утиным не относится, она относится к куриным. То есть у нее клюв как бы куриный. Если у утки он такой плоский, а у нее куриный клюв. Но она тоже водоплавающая, то есть она прекрасно умеет плавать. Так, теперь птичек наших нарежем. Это делается очень просто. Вот так, на 4 части. Вот следы от попадания дроби, друзья. Вот дырочки. Да, ощипали и очистили, конечно, не очень добросовестно. Ну ничего, мы на охоте порой и хуже сделали. Там не до этого бывает. Главное, шкуру не сняли, потому что без кожи кашкалдак не такой вкусный. Тоже, конечно, вкусный, но не такой, как когда он вот так вот вместе с кожей. И вот это, друзья, желудочки. Это тоже из внутренности самая вкусная вещь у птицы. Ну, как по мне. Друзья, я совсем забыл. Я же вам не сказал, что я готовлю из этой птицы. Значит, из кашкалдака я сам знаю всего 3, может быть, 4 блюда. Но готовил я всего 2 из них. Я делал шашлык на охоте. Кстати, чрезвычайно вкусный шашлык из кашкалдака. И второе блюдо. Значит, шашлык делаем на охоте. А то, что я сейчас делаю, мы делали обычно с друзьями после охоты. Потому что чисто в походных условиях это сделать, ну, возможно, конечно, но немножко нужно заморочиться. И поэтому вот это блюдо, оно у нас уже как бы после охотничье, после охоты. Сейчас сами увидите. Много лука нам нужно, сам кашкалдак и много граната. Все, друзья, осталось самое малое. То есть наших птичек хорошенько пожарить, приготовить. Обязательно сливочное. И пошла наша птичка.
Посолим. И поперчим. Так, перевернем. Вот так красиво чуть-чуть поджарили. Вот до такой корочки. С этой стороны тоже чуть-чуть посолю. Немножко. И поперчу. Все. Пошел гранат. И лучок. И лука, и граната должно быть много, друзья, в этом блюде. Как я уже говорил. Все, друзья, даже не открываю. Пошли внутрь. Опа! А теперь проверим. Вот как все у нас. Здесь, друзья, потушилось. Сначала пожарилось, а потом потушилось. Смотрите, какие здесь супер кусочки. Это ножка. Сейчас хочу грудку. Это еще ножка. Так, а где же грудка? А вот и грудка. А это вот так. Сверху. Вот здесь и желудочек попал как раз. Так, сразу вооружусь хлебом. Потому что здесь без хлеба, как вы понимаете, друзья, ну никак, да никак. Посмотрите сюда. Вот так. Вот так, с гранатиком. Я уже давно это блюдо не готовил. Так, попробуем грудку сначала. Посмотрите, мясо какого цвета. Оно темнее говядины даже. Вот тебе и птица, да? Посмотрите, какой цвет мяса. Я лысуху, то есть кашкалдака, давно не ел, давно не готовил. Но вкус мне очень хорошо знаком. Уже лет 25, лет 30, как я охотник. И вот с тех пор мы готовим эту птицу постоянно. Добыть ее обычно проще, чем утку. У нее полет такой, в отличие от утки, не скоростной. И добыть ее легче. Но от этого эта добыча не менее желанная. Потому что вкус просто бесподобный. Друзья, это вам, конечно, не котлеты. Это для тех, кто любит повозиться вот так с мясом. Мясо здесь не супер мягкое. Оно
и не должно быть таким. По своему определению, потому что это дичь. Но я вам скажу, что, может быть, в этом именно состоит вся его прелесть. Оно упругое, оно очень вкусное. Мясо этой птицы у нас в Азербайджане любят не только охотники. Его готовят, но в основном из него дома делают два блюда. Или под пловом, или из него делают лаванги. Это фаршированная птица, то есть ее фаршируют там орехами, луком, кислинкой, там, ну, у кого какие начинки, да. В основном два блюда. Я это никогда не готовил, я вот готовил всегда вот это с гранатом, тушеную. Ну и на охоте делал из него шашлык. Шашлык вообще великолепный. Это блюдо супер, тоже очень вкусное. Но вообще сам по себе шашлык просто люблю больше всего. Из-за этого для меня шашлык из Кашкалдака это вообще номер один. Друзья, хочу попробовать желудочек. Во, супер. Обычно с рыбой, с птицей пьют белое вино, но здесь такое темное мясо, то есть это сойдет и за красное мясо. Так что красное вино здесь в самый раз, друзья. Будьте здоровы. Посмотрите, какой цвет красивого вина. Будьте здоровы. Ой, хорошо. Вот такое видео сегодня было, друзья. Такую новую птичку я вам представил. Лысуха, он же Кашкалдак. Запомните это веселое название. Спасибо большое вам за просмотр. До новых встреч, друзья, на канале Каспийский берег. До свидания.